Итак, домоподбор. Как можно купить себе дом за 7 миллионов рублей и потратить еще 8 миллионов на ремонт? Господа, приветствую, с вами как всегда Максим. Сегодня мы назовем наше видео «Приключения домоподборщика». Господа, вот смотрите, мы работаем на территории Воронежской, Курской и Белгородской области. К сожалению, услуга домоподбор пока не пользуется популярностью. Я знаю, что объемы продаваемых домов гораздо больше. И не все эти дома продают застройщики. В основном продают люди, которые начали строить себе дом. Это была там счастливая пара, в процессе они развелись, бросили этот дом, или там взяли кредит, им нечем платить, и они просто бросают этот дом, пишут, строили для себя. И какие-то люди, которые верят вот эти в сказки все, покупают у них дом без осмотра. Это просто кошмар. Вот вы попробуйте себе купить машину какую-нибудь там за 2 миллиона рублей, там BMW без осмотра. Вот вас засмеют просто. Но вы, господа, покупаете дома за 7 миллионов рублей, просто поверив на слово о том. Люди говорят, мы строили это себе, вот сейчас мы переезжаем там в Санкт-Петербург, мы нашли работу лучше, и мы вот этот дом прям со всеми вещами и мебелью продаем там за 7 миллионов, а вложили мы в него там 8 миллионов, и люди верят вот в эту вот лапшу и покупают этот дом. И без проверки. И потом оказывается, что ремонт в этом доме, а на самом деле как происходит часто. У нас огромное количество видеоматериалов, и нам не дают его просто показывать, потому что нам угрожают, требуют. Ну вот если человек покупает дом после домоподбора, в принципе, там мы нашли минимальные косяки, и это будет неинтересное для просмотра видео. Если мы нашли там огромные косяки, то человек отказывается от покупки 100%. Ну, он сэкономил вот эти деньги, которые нам заплатил, на будущем ремонте. Понимаете еще? А хозяин дома, который узнал, что покупатель хотел купить, заказал уже услугу домоподбора и отказался после нашего осмотра от покупки, он начинает нам угрожать и предъявлять. Люди дозваниваются в офис и требуют связаться лично там с директором, со мной, еще там с кем-то. И угрожают, официально заявляя, что у нас будут неприятности, если они увидят свой дом на ютубе. И я даже удалил несколько роликов с ютуба, которые показывали красочно просто строительство домов для себя. Итак, кто же строит эти дома для себя? Вот смотрите, ребят, на территории Белгородской области это особенно подчеркнуто. Вот в связи с этой ипотечной корпорацией люди брали участки, многие берут участки не подумавши о будущем. Смотрите, на самом деле, чтобы построить дом для себя, для своей жизни, желательно иметь проект дома и деньги для строительства этого дома. Я понимаю, что многие сейчас рассматривают ипотеку, там, например, у меня есть 3 миллиона, и люди вот это ходят с этими своими, берут ипотеку Россельхозбанка, им там рассказывают, у них там есть деньги, например, на покупку участка, 1 миллион рублей, они берут за 3 миллиона, берут 3 миллиона кредит и начинают строить себе дом. И смотрите, они не выбирают никто дом 80 квадратов. Все вот эти люди, которые берут кредиты, они начинают строить дом, желательно там 180 квадратов, 150, там должно быть 4 спальни, 2 санузла, гараж, еще что-то. Не подумав о том, что такой дом, вот, который они строят за 3 миллиона, он стоит на самом деле на Авито, например, 7 или 8 миллионов. И, ребята, там нет выхлопа 200%. Почти все застройщики наваривают приблизительно 10-15%. И все их деньги, еще я подчеркну, находятся в прибыли в участках. Они берут какой-нибудь кривой, косой участок, или там берут большой, режут его напополам. Вот все деньги застройщики получают в основном с земли. Потому что с дома особо ничего не наваришь. Ну, сейчас на рынок вывалено огромное количество жилья, которое продают разные люди, которые просто не строили этот дом якобы для себя, но без наличия мозга и проекта. Итак, господа, сейчас мы перейдем на наше такое полустриминговое
шоу. Я буду показывать вам видеоматериалы, которые мы нашли на доме, и рассказывать о том, что потом случилось с этим домом, ну и сколько потребуется на ремонт, и вообще самого качества произведенных работ. Потому что люди иногда, например, нанимали бригаду для строительства своего дома, но электрику решили сделать самостоятельно. Ну, на самом деле стоит работа там, по электрике там, 40 или 50 тысяч рублей на дом нормальный. Но человек решил за выходные там, с кумом, ну, по пьяни, желательно под шашлычок, там, связать эти провода в кучу. И также часто происходит с отоплением. Это просто дичайшие, я видел там такие узлы, просто вообще топ. Поэтому, господа, ставим лайк, пишем комментарий, о чем вы хотите увидеть. И смотрим дальше наш видос, который будет очень актуальным. Итак, ребят, вот стандартный дом. Продается в Курской области за 8,5 миллионов рублей. Обращаем внимание на кладку. Это все придется вам потом устранять. Смотрите выше. Утепление. Вот смотрите, 8500. Уголок без окраса. И масса таких нюансов, о которых вы, ну, в принципе, вы такие нюансы можете определить даже сами. Я думаю, они вам сейчас видны. Друзья, итак, смотрите, вот еще один интересный случай. Это Воронежская область. Наш заказчик хотел купить этот дом за 5,7. Ну, от покупки он потом отказался. Смотрите, во время осмотра дома нами были замечены вот эти пятна. Это уже лето, этот дом, это был осмотр, по-моему, в середине августа, никаких дождей не было, была сухая погода. Вот эти вот все пятна, высолы, мокрые стены вот тут вверху. Вот даже сюда до окон дошло. Продавцу дома был задан вопрос, что это за пятна. И он сказал, что текла водосточка, и в принципе мы этот ответ приняли и как бы перестали обращать на него внимание. На самом деле история оказалась более печальной. Семья долго строила этот дом. Потом они подключили его к сетям, затопили и прожили в нем 1 год, а потом якобы стали переезжать ну, там, в другой город там, в связи с переменой места работы. Но только уже в офисах, когда мы писали отчет, мы заметили вот эти вещи и пришли к выводу, что в принципе с водосточки летом они сюда не могли попасть. И я думаю, ситуация была более прозрачная. Это мансардный этаж, он утеплен 150 мм изовол. Скорее всего, выполнено, как обычно любят, не буду там говорить, без технологий. И конденсат после затопления дома скапливался в утеплителе. И вот здесь по стропильной системе он стекал вот именно на стены, поэтому стены замокли. Я так понимаю, что это уже август был, они жили там зимой. Скорее всего, вот эти все места были абсолютно белыми полностью. И это как-то удалили, и я так понимаю, что человек, продающий этот дом, который он строил для себя, понял, что он нарушил технологию. И вот эти все стены скоро будут разрушены из-за скапливающей постоянной влаги. Поэтому этот дом было, скорее всего, решено экстренно продать. Поэтому будьте аккуратнее. Я про электрику уже говорил. Смотрите, это просто человек, выставляя дом за 8 миллионов с половиной на продажу, забыл туда поставить коробку. А так бы мы могли даже не заметить. Вот это монтаж. Нормальный монтаж, когда ты строишь дом для себя и постепенно подключаешь разные комнаты. Смотрите. Вот видите вот эти подтеки вот здесь. Это, любой продавец скажет, да это ерунда, течет с водосточной трубы. Но это не всегда так. Потому что водосточная труба, там дальше будет видно. Вот она не ржавая, а здесь все проржавело. И понимаете, в чем прикол? Есть такая вероятность, что это просто кровля неправильно утеплена или сделана не по технологии. И это стекает не отсюда из водосточки, а отсюда, с пленки. И все это оказывается, естественно, в стенах, в том утеплении, которое вы видели перед этим. И вот еще пару приколов. Смотрите, вот очередной строитель дома для себя. Оригинальная разводка отопления. Без вскрытия, без ниш, без ничего. Смотрите дальше. Человек строил дом для себя, приложил усилия, не хотел, не создал. Вот смотрите, выполнено кустарным способом. Есть такие нюансы. По ошибке или по незнанию установлен коллектор для воды, а не для теплого пола. Поэтому температуру отрегулировать не получится. И зимой, когда вы навалите на отопление 60 градусов, вы будете бегать по своей плитке, как гусь на сковородке. Еще один несмешной прикол. Смотрите. Вот как сделана вода и канализация в этом доме. В принципе, вы можете этого даже не заметить, не обратить на это внимание. Смотрите, что я вам скажу. Вся канализация в доме выполнена 50-й трубой. И, скорее всего, она выйдет из строя, видимо, наверное, в целях экономии. Вот, понимаете, это даже не квартира, большой дом, двухэтажный. И она выйдет из строя, скорее всего, в течение пару лет.
И вам придется сбить кафельную плитку, чтобы ее восстановить, а потом проложить туда нормальную 110-ю трубу. Друзья, вот еще один прикол, на который вы самостоятельно можете не обратить внимания. Это трубы двухэтажного дома в Курске. Трубы находятся высоко, вряд ли вы снизу заметите или обратите на это внимание. Ну вот, по совету там, может быть, так заказчик захотел, или по совету какой-нибудь недалекой бригады каменщиков выложили трубы из облицовочного кирпича. Тут внутри идут горячие каналы, и, как видите, за 2 всего года проживания в этом доме вот так случилось. Смотрите, уже выкрашилось много кирпича. Я думаю, что еще 2 годика их придется полностью демонтировать. Но пока не поздно, если бы люди приобрели этот дом или не приобрели, я не знаю. Так вот, они могут утеплить вот это и зашить коробом. Я думаю, на 2 трубах это они влезут в полтинничек. Минимальный ремонт, но все равно, согласитесь, это неприятно. Тем более, если бы они купили дом и не знали вот об этом, у них бы просто через 2 года разрушились полностью трубы. И не исключено, что если бы она там внизу еще сильнее, то она может даже упасть. Ну, от ветра или еще чего-то. Надеюсь, вам понравилось. В любом случае, оставляйте комментарии или пишите, что нам нужно исправить. Не забудьте включить уведомления и подписаться на наш канал. Итак, господа, сериал «Приключения домоподборщика» это была первая серия. Надеюсь, вам зашло. И теперь мы будем снимать продолжение. Я, как уже говорил, материала у нас очень много. И будем, наверное, раз в месяц или 2 недели выкидывать подобную серию. Смотрите, ребят, помните, я много раз говорю каждому. Первый дом. У нас на Белгородчине говорят. Первый дом врагу. Второй для друга, третий себе. Поэтому руководствуйтесь этим понятием. Смотрите, если вы покупаете дом там за 3-4 миллиона рублей, то, тем более, не дай бог, у человека, который строил его для себя, вам необходимо его проверить. Объясняю почему. Смотрите, человек, застройщик домов, который построил там 100 и более домов за свою жизнь, он использует материалы, там бывают какие-нибудь попроще, но ошибок он уже, которых допустил, никогда не допускает. Он все эти ошибки знает, потому что он построил, уже такой, имеет огромный опыт. А человек, который строит в первый раз для себя и на каком-то этапе, например, в середине дома решает достроить и продать его какому-нибудь человеку, то он применит в максимально трэшовые материалы, которые застройщик не будет применять никогда в жизни. И еще, смотрите, какой момент. Человек, который бывает очень часто, случается такая ситуация. Люди заезжают в дом, который они построили, живут в нем 1 сезон и видят, что они построили, решают моментально его продать. Вот это самая большая. Знаете, как никто не продает машину, которой полгода. Понимаете, все продают машину, которую они выбрали через 3, через 4 года после 100 тысяч пробега. А если человек продает машину через полгода, то, скорее всего, с ней что-то не так. Поэтому с домами точно так же. Не покупайте никогда без осмотра дома, которые продаются после 1 года проживания. Это самый рискованный момент. Итак, господа, я желаю каждому из вас удачи, жить в своем счастливом, красивом доме. Подписываемся на канал. Всем счастливо. С вами, как всегда, был Максим.